Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео мы поговорим о том, что такое быстрое небное расширение и какие бывают его модификации. А также поговорим о том, в каком режиме нужно активировать винт и что стало предпосылкой для развития этой технологии. Основоположником данной методики считается Isaacson, который в 1964 году опубликовал свой первый труд, свою статью в журнале Американской ассоциации ортодонтов. Именно на него мы сегодня будем ссылаться, поскольку это считается одним из основных трудов, согласно которому были написаны уже все последующие исследования и согласно которому происходит активация по сегодняшний день. Согласно Isaacson, быстрое небное расширение будет заключаться в том, чтобы за короткий промежуток времени, очень часто до месяца, разорвать небный шов и впоследствии удерживать данный результат. Медленное небное расширение будет заключаться в том, чтобы в основном получить дентоальвеолярные эффекты расширения и не получить быстрого разрыва срединного небного шва. Но давайте же разберемся, как на самом деле действуют обе эти процедуры и за счет чего происходит, собственно, разрыв небного шва. Большинство производителей винтов для быстрого небного расширения, в частности для аппарата Hyrax, либо аппарата Haas, это производители Dentaurum, это Forestodent, это Леоны. Винты, которые используются для данной методики, как правило, это винты с расширением 11 либо 12 мм. Каким образом происходит, собственно, активация данного винта? Если посмотреть на винт в профиль, то мы можем увидеть, что винт, собственно, состоит из 3 четвертей. И каждая из четвертей имеет в себе отверстие. Полный поворот винта 360 градусов представляет собой одну полную активацию. Эта активация состоит из 4 элементов. То есть каждая четверть, как правило, у различных производителей будет находиться в диапазоне от 0,2, она может представлять собой 0,225 тысячных до 0,25. И при этом полный оборот винта будет составлять примерно от 0,8 мм до 1 мм, в зависимости от производителя. Каким же, собственно, образом происходит быстрое небное расширение? Если представить себе верхнюю челюсть в аксиальном разрезе, то мы увидим, что она состоит из 2 половинок, которые соединены между собой срединным небным швом. При быстром небном расширении, которое осуществляется, будем рассматривать это на примере аппарата Hyrax. Аппарат Hyrax представляет собой винт, расположенный посредине небного шва и присоединенный 4 балками к опорным кольцам, которые, как правило, располагаются на первых молярах, либо первых премолярах, либо премолярах, либо малярах молочного прикуса, которые представляют собой стабильные зубы, на которые можно опираться. Итак, любое быстрое небное расширение состоит из быстрых компонентов, которые представляют собой дентоальвеолярные компоненты и, собственно, элементы, которые влияют на апикальное основание верхней челюсти, а также на швы, которые находятся между соединениями верхней челюсти с другими черепными костями. Как описывал Isaacson, особенность быстрого небного расширения заключается в том, чтобы преодолеть порог тех сил, которые будут способствовать, собственно, перемещениям зубов, и эти силы по своей величине должны значительно превышать те силы, которые будут вызывать зубные перемещения. То есть это силы, которые, накапливаясь, не будут вызывать перемещение зубов, а это силы, которые будут изначально вызывать перемещение в области срединного небного шва. Но на самом деле не эти перемещения происходят изначально. На самом деле происходит изначально перемещения, которые располагаются в области швов, соединяющих верхнюю челюсть в ее соединениях с другими костями, в частности со скуловой костью, височной костью, клиновидной костью, носовой костью и так далее. То есть все эти соединения являются изначальными первичными точками приложения этих ортопедических сил. В своей статье Isaacson он написал, что усилия, которые будет оказывать аппарат быстрого небного расширения, будут находиться в пределах от примерно 3 до 10 паундов, что составляет примерно от 1,5 до 5 килограмм. То есть каждая активация, которая заключается в всего лишь одном обороте винта, то есть 1/4, она будет приводить к тому, что будет накапливаться потенциал усилия
этот потенциал усилия не будет изначально влиять на зубы, поскольку этот потенциал усилия, он значительно превышает те деформации, которые может произвести периодонтальная связка. А этот потенциал усилия сразу же будет распространяться на кости, соединяющие верхнюю челюсть с остальными костями черепа. Поэтому, если внимательно прочитать статью, несколько трудов, которые были написаны Айсаксон по этой теме, мы увидим, что те измерения, которые он проводил, они показывают следующие данные. На тех пациентах, на которых он проводил измерения, он показал, что активации приводили изначально к увеличению нагрузки. Эта нагрузка накапливалась в костях, затем она значительно снижалась, и она падала примерно до уровня либо половины, либо 1/3 изначального усилия. Потом при следующих активациях она опять поднималась и так далее. То есть на основании этих данных мы заключаем, что те нагрузки, которые влияют, они имеют потенциал накопления внутри швов. И этот потенциал накопления влияет в дальнейшем на перемещение в области швов, соединяющих верхнюю челюсть с другими костями черепа. Айсаксон в своей статье показал, что эффекты, которые наблюдаются у детей в возрасте 9-12 лет, они отличаются от таковых у детей в возрасте и у подростков, которым больше 15 лет. И он это показал на уровнях накопления вот этого остаточного усилия. На основании этих данных он показал, какой же существует оптимальный уровень активации. И в своей статье он описывает, что оптимальным уровнем активации является 2 оборота в день до момента разрыва срединного небного шва, что может быть зафиксировано при помощи рентгеновских снимков. В дальнейшем это переходит в режим 1 оборота в день. Но этот режим происходит следующим образом. Для того, чтобы не происходило значительного падения вот этой нагрузки, которая происходит примерно в течение 5 минут, как он написал, эти 2 оборота должны быть разделены во времени значительно. Поэтому эти два оборота будут происходить один утром, а второй будет вечером. В дальнейшем, после того, что было достигнуто расширение, активация будет происходить в виде 1 оборота в день. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы происходили дальнейшее накопление и дальнейшие изменения и балансировка в области соединения верхней челюсти с другими костями черепа. Как он показал в своей статье, уже даже после того, как активация винта закончена, еще происходит остаточное испускание вот этой нагрузки, которая происходит в области винта. То есть он все равно накопленная нагрузка производит дальнейшие перемещения костей черепа. Поэтому крайне противопоказано после того, что произошли активные перемещения, которые, как правило, занимают около месяца, плюс-минус, то есть от 30 до 36 дней в зависимости от скорости активации, в зависимости от того, как быстро удалось достигнуть полной активации, как быстро удалось достигнуть активации винта до момента разрыва небного шва. Винт этот вместе с аппаратом необходимо удерживать в полости рта как минимум 6 месяцев. Было показано в этом исследовании, что наилучшим способом ретенции после достижения определенной ширины является, собственно, аппарат. Никакой другой ретенционный аппарат не может удерживать те нагрузки, накопленные потенциальные нагрузки, которые хранятся в костях черепа. Давайте прорезюмируем. У детей в возрасте 9-12 лет наиболее оптимальной будет активация 2 оборота в день, утром и вечером, до разрыва небного шва. Как правило, на это уходит примерно 8-10 дней. И это можно зафиксировать даже при помощи прицельного снимка в области верхних центральных резцов. Мы увидим значительное расстояние в области срединного небного шва. У детей в возрасте 15 лет будет происходить изначальная активация в режиме 2 оборота в день, точно так же утром и вечером, примерно в течение 3 дней. Но из-за того, что кости черепа менее склонны к перемещениям, будет необходимо уменьшить эту скорость до 1 оборота в день. В дальнейшем, после достижения нужного расширения, которое фиксируется в виде соотношения маляров верхней челюсти
когда, если представить, что это щечная сторона, а это язычная сторона, то небные бугры верхних моляров должны соприкасаться с щечными буграми нижних зубов до такого соотношения. То после того, что будет достигнуто это соотношение и до потенциально максимального количества оборотов винта, активации могут уже происходить через день. Какова же максимальная активация винта? Мы должны понимать, что исходя из того, что один полный оборот, который составляет 0,8 мм и состоит из 4 оборотов, то есть 4 четвертей, как правило, количество этих оборотов будет составлять примерно 44-46. То есть 4 раза мы умножаем на 11 мм и получаем 44-46 оборотов в зависимости от того, сколько дает полный цикл, в зависимости от производителя. Как правило, полный винт 11-миллиметровый раскручивается 44 раза. Поэтому, когда ребенок приходит, и мы считаем, что за первый день он сделал 2 поворота, за второй день он сделал 3 поворота, то есть за первые 8 дней, когда мы примерно ожидаем разрыва небного шва, мы умножаем 2 на 8, то есть он примерно к этому времени сделает 16 оборотов. Мы можем только доверять тому, что нам говорит пациент, либо тому документу, либо какой-то таблице, в которой ребенок будет отмечать, либо его родители, с какой скоростью и с какой частотой они производили эти активации. Точно так же так легко контролировать, когда будет происходить уже дальнейшие активации 1 раз в день и уже через день до момента получения желаемого расширения. В следующих наших видео мы расскажем о том, каким образом происходит активация при медленном небном расширении, каким образом происходит активация при хирургическом расширении и какие еще существуют модификации аппаратов для быстрого небного расширения с современными технологиями, в частности с винтом, который имеет память.